Как приготовить хлеб на закваске? Пошаговый алгоритм выпечки домашнего бездрожжевого хлеба. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Друзья, сразу уточню, что сегодняшнее видео будет наиболее полезным для начинающих хлебопеков. Если у вас уже есть опыт выпечки хлеба на закваске, то вы знаете, из каких этапов состоит этот процесс. Но когда только начинаешь изучать искусство хлебопечения, важно понимать всю последовательность действий. Каждый этап в приготовлении домашнего бездрожжевого хлеба имеет свое значение, и его нельзя упускать из виду. Этот алгоритм поможет вам создавать и свои собственные рецепты. Так что я сегодня подробно рассказываю, из каких шагов состоит весь процесс создания хлеба на закваске. Первый шаг – закваска, она же стартер. Естественно, что для хлеба на закваске нужна основа. Это вся его суть. Закваска, или, как говорят на западный манер, стартер, является источником природных микроорганизмов. К ним относятся натуральные дрожжи и молочно-кислые бактерии. Эти малыши со временем развиваются и усиливают свойства закваски, что в свою очередь влияет на качество последующих этапов всего процесса хлебопечения. Приготовление закваски занимает несколько дней. С ней нельзя торопиться и нужно набраться терпения, чтобы получился действительно качественный продукт. На нашем канале есть рецепт ржаной закваски и пшеничной. Ссылки на эти ролики можете найти в описании под данным видео. Но помимо приготовления, также важно правильно хранить закваску, чтобы она давала стабильный и хороший результат. Про хранение ржаной закваски в холодильнике тоже есть видео. И ссылка на него тоже есть в описании. Что касается пшеничной закваски, коротко о правилах хранения я говорила в конце ее рецепта. Но в будущем появится также более подробный ролик на эту тему. И ссылку на него я добавлю к остальным под этим видео. Для следующего шага нужно использовать закваску, которая находится на пике. То есть ее необходимо отогреть, если требуется, оживить, покормить. Закваска должна увеличиться в объеме и проснуться. Если нужно рассказать более подробно про закваску на пике, например, как она должна выглядеть при этом, пишите в комментариях. Сделаю видео. Второй шаг – опара. Когда закваска готова, мы переходим к следующему шагу. Заводим опару, то есть смешиваем какое-то количество закваски, часть муки и воды по рецепту хлеба. Иногда добавляют всю воду сразу. Это зависит только от рецепта. После приготовления закваски по моим рецептам оставалось очень большое ее количество, поэтому я предлагала использовать эти остатки в качестве опары. Она была уже хорошо подготовлена для следующего этапа. Но во всех других рецептах для заведения опары нужно брать часть закваски из той, что у нас хранится в холодильнике, на столе или в сухом виде. Опара должна настаиваться несколько часов. Это зависит от разных факторов, например, количество используемой закваски, температура в помещении и прочее. За это время внутри опары происходит ферментация, волшебный процесс химического преобразования. И я бы даже сказала преображение, которое делает наш хлеб по-настоящему полезным. Главное для перехода к следующему шагу – опара не должна перестоять. При этом она должна успеть перебродить. Максимально подробно про опару я рассказывала в отдельном видео. Ссылка на него тоже есть в описании. Третий шаг – замес теста. На идеально подошедшей опаре мы замешиваем тесто. Как его правильно сформировать, это уже зависит полностью от рецепта. Например, иногда для теста достаточно перемешать опару и все остальные ингредиенты. В других же рецептах для теста необходимо сначала объединить опару, всю оставшуюся воду и муку и оставить эту смесь на аутолиз примерно на 20-30 минут. И только затем вымешивать тесто и добавлять остальные компоненты. В каждом рецепте, конечно, говорится о том, как это все правильно сделать. Но общую, более подробную информацию про тесто, его виды, способы замеса я расскажу в отдельном видео. Тесто перед следующим этапом должно выбраживать несколько часов. В нем тоже происходят процессы ферментации. И когда тесто уже достаточно поднялось, подошло, его можно выпекать. Четвертый шаг – выпечка хлеба на закваске.
Выпекать хлеб на закваске можно как в духовке, газовой или электрической, в хлебопечке или в обычной печи, но у каждого оборудования есть свои нюансы. Поэтому в своих рецептах я всегда уточняю, в чем я готовлю хлеб, при какой температуре и в каком режиме. Для выпечки формового хлеба нужно использовать специальную хлебную форму. Одно видео на эту тему у нас на канале уже есть, ссылка в описании. В будущем поделюсь еще другими обзорами. Если же вы готовите подовый хлеб без формы, то тесто для него выстаивается в корзинке, а процесс выпечки происходит на специальном камне, либо на противне или решетке. И тесто всегда лучше выкладывать на бумагу и вместе с ней отправлять в духовку или печь. Время выпечки в каждом рецепте хлеба отличается в зависимости от его размеров, структуры теста и прочих факторов. Пятый завершающий этап. Оставьте хлеб в покое. Конечно, этот этап не 100% обязателен, добавляю его для таких же торопыжек, как и я, которые любят сразу разрезать хлеб после готовности. Но чтобы результат вас порадовал, после выпечки хлеб лучше завернуть в полотенце, положить на решетку и оставить отдыхать, минимум на пару часов, а еще лучше на ночь. Таким образом мякиш хорошо прихватится и не будет влажным. То есть структура хлеба получится правильной, и уже после отдыха хлеб можно нарезать, подавать к любимым блюдам, хранить в натуральной ткани или в пакете, как вам больше нравится. Итак, все, что я хотела, я рассказала. Подведем итоги. Пошаговый процесс приготовления хлеба на закваске состоит из 5 этапов. Закваска, опара, тесто, выпечка и отдых. Такая поэтапность характерна для хлеба на закваске. Закваска, длительное выбраживание опары и теста делают хлеб безвредным для здоровья. В процессе ферментации негативные факторы устраняются. Например, тот же глютен меняется на химическом уровне. Но об этом я расскажу подробнее как-нибудь в следующий раз. Как я обычно готовлю хлеб? Перед сном ставлю опару, утром замешиваю тесто, днем или вечером выпекаю, а на ночь оставляю хлеб отдохнуть. Да, кто-то считает, что это занимает много времени, но при развитии навыка хлебопечения весь этот процесс будет занимать все меньше ваших непосредственных трудозатрат. От вас по большей части понадобится контроль на каждом этапе. Зато в результате у вас будет полезный домашний хлеб на натуральной закваске. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду рада нашим новым зрителям. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Постараюсь на все ответить. До новой встречи и доброго вам здравия!